И если уж до конца, говорить о принятии и непринятии, то, ам, раскрою дальше вам, как, влияет вообще принятие и непринятие, системами людей. Когда я начала изучать, психологию и, трансовую терапию, я на себе стала проходить очень много, практик, делать проработки. И очень сильно меня затронули проработки, которые касаются работы с нашим родом. Потому что первоначальная система — это, то есть самый первый эгрегор — это эгрегор, в котором мы рождаемся, это эгрегор нашего рода. И, особенно в России этот эгрегор очень сильно недооценен. И я бы сказала, в тех системах, где, м, не то чтобы ценность, семьи, а, построена, система таким образом, что, люди не совсем сами воспитывают своих детей, то эти дети, и потом взрослые люди, они, немножко обесценивают, м, сам род, что ли, да, саму семью. Понимаете, наверное, о чем я говорю. И таких систем очень много. А, ну, можно сказать, весь мир так живет, да, но на самом деле не весь мир так живет. И там те же самые, там, если вы в детские сады сдаете детей, не все сдают детей в детские сады. И детские сады бывают разные. Так вот, к чему я это все говорю? Когда я начала работать со своим родом, я увидела, на себе и вообще на своей жизни, насколько сильно, влияет на нас, наш род. То есть, говоря наш род, это если вы составляли свое там генеалогическое древо, то фактически, все члены, рода там до седьмого колена, влияют на нашу жизнь. Каким образом это происходит? Ну, во-первых, если, члены вашего рода, вы вообще-то если вы знаете своих предков до седьмого колена, то, вы знаете, м, не только минусы, но и плюсы людей, да, особенности, да, характеристики, их судьбы, истории. Вот. Соответственно, у вас этот багаж опыта, он как бы активирован. То есть у вас есть знание. Если вы не знаете, то у вас это знание может быть неактивным, неактивированным и находиться в поле вашей потенциальной реализации. То есть, м, знание о том, что какой-то ваш предок был, а, имел какие-то особенности, ну, не знаю, ну, любые. Например, если там вы знаете, что ваш предок был там где-то каким-то профессором, может быть, или ученым, да, то как это знание влияет на вас? То есть вы автоматически понимаете, что у вас есть, вероятность того, что вы тоже можете стать, да, или пойти в эту область, или заниматься этим же, чем занимался ваш предок. Не факт, конечно, что вы захотите этим заниматься, но
само по себе знание, оно является как бы ключом к тому, что в вашем роду есть наработки тех или иных навыков, как бы талантов. То же самое, да, могут быть как плюсы, так и минусы. Может быть, в вашем роду есть какие-нибудь там, не знаю, преступники или там убийцы. Вот. Вы тоже также можете думать, что на вас это влияет. На самом деле, к чему вот начала я с принятия неприятия, на нас это влияет каким образом? Если у вас есть это знание, оно уже в вас. То есть это ваше. Если это ваше, то вы на это можете влиять. То есть у вас есть выбор, например, становиться профессором, да, или убийцей, да. И дальше вы уже, то есть это ваш выбор, в какую сторону идти. Так вот, само по себе неприятие, когда мы не принимаем, например, если там профессор, то это как бы положительная реализация, да, каких-то талантов, то если, то есть если вы не принимаете, что в вашем роду есть какой-то там предок, который что-то натворил плохое, если вы это не принимаете, то это начинает вас влиять. То есть вы начинаете этого бояться, потому что вы не приняли, это что-то вне вас, а то, что вне вас, оно угрожает вас находится, то, что находится внутри. Вам это известно, вы можете на это влиять, вы можете этим управлять. То, что находится вне вас, это не ваше, вам это неизвестно, соответственно, вы можете влиять, страх. Весь страх, он от неприятия. И родственника даже если он их не смог реализовать. То есть он, может быть, он должен был стать хирургом, но сложились так условия его жизни, что он стал там Чикатилой. Понимаете? То есть, если вы принимаете, что да, у меня есть такой вот предок, что у вас есть потенциал стать, ну, не Чикатилой, но хирургом. То есть у нас всегда есть выбор, в какую сторону нам реализовываться. А мы, как правило, хотим всегда реализовываться в хорошую сторону. Никто не хочет реализовываться в плохую. Поэтому принимать нужно все. И хорошее, и плохое. Выбор наш как раз, он нам дана вот эта свобода воли для того, чтобы мы выбирали дальше, да, то есть куда мы выбираем двигаться. Движение вперед. Наш выбор, он связан с движением вперед, то есть куда мы выбираем реализовывать свои потенциалы. Вот. Когда я начала работать с родом, то помимо вот таких вот предков, которые мы вообще-то обязаны знать до 7-го колена, всех предков своих, ну, и по материнской линии, и по отцовской линии, знать их истории, знать их особенности, знать, само по себе знание, оно дает энергию. То есть, если вы знаете про ваш род до 7-го колена, можно сказать, что за вами стоит весь ваш род, и он питает вас энергией. То есть само по себе вот это знание, оно питает вас энергией. И вы можете смело двигаться вперед, не искать в себе каких-то там, чего я могу или не могу. Как правило, вся вот эта вот неуверенность, она тоже рождается от незнания. Да, от незнания чего? От незнания того, что я могу, например. А знание про наш род, оно дает нам как раз так называемое могущество. Мы знаем, что мы можем только потому, что в нашем роду это было. Так вот, долго я, наверное, уже рассказываю, но это очень важно. Помимо
знания о наших предках, в наш род еще также включаются люди, которые, ну, так сказать, как это объяснить? Вот так же, как вы не принимаете какого-то предка или своего родственника с каким-то не таким поведением, да, вы, получается, его отторгаете, то есть вы как бы исключаете его из рода, и этот родственник начинает на вас влиять только потому, что вы его не приняли. Влиять он начинает по-разному. То есть вам жизнь будет как бы преподносить уроки, связанные с такими особенностями, которые, например, были у вашего этого родственника или есть сейчас, да, у вашего этого родственника, которого вы не принимаете. И эти особенности, они будут, то есть жизнь будет вас, как бы вам объяснить? То есть любой человек в роду, он несет свои задачи. И эти задачи, если вы не исключаете человека из рода, не отторгаете его, да, если вы принимаете, то когда человек выполняет эти задачи или не выполняет эти задачи, то это записывается как бы в ваш эгрегор, да, в историю вашего рода. Если вы не принимаете этого человека, то и та задача, которая с этим человеком пришла в род, она в любом случае должна быть решена, потому что эта задача пришла в род. Понимаете? Поэтому начинает вас жизнь проверять. Ну, не то, что проверять, да, она давать вам начинает, чтобы вы решили эту задачу. То есть ваш предок, ваш там родственник не может решить эту задачу. Из-за этого вы его то есть какое-то не такое поведение, вы его отторгли, да, род его исключил. И все вот эти исключенные люди, они начинают на ваш род влиять. Почему начинают влиять? Потому что вот, как бы я уже рассказала, то, что мы не принимаем, мы это отторгаем, на нас это начинает влиять. Поэтому нам очень важно принимать вообще все, и хорошее, и плохое. И то же самое происходит, если вообще что-либо происходит там в вашем роду, к исключенным людям относятся очень много, да, не обязательно там какие-то там забытые родственники, с которыми вы там контакты не поддерживаете, но и нерожденные, например, люди. Они вообще остаются как бы в неживом, в мертвом пространстве и начинают влиять еще больше на вас. Так вот, когда это все прорабатывается, это с помощью психологических техник, да, с помощью трансовой терапии, то не только в вашей голове становится порядок, но и в жизни тоже. То есть, когда вы принимаете, вы восстанавливаете в роду, вы вообще восстанавливаете весь свой род, всю структуру рода. Когда вы ее восстанавливаете, то сама по себе жизнь уже не будет вам присылать вот эти вот задачки, так сказать, нерешенные проблемы рода. То есть вам не нужно будет прорабатывать карму рода. Вам не нужно будет сталкиваться с одними и теми же задачами, которые вообще-то даже не ваши. Почему так мало счастливых, реализованных людей? Потому что очень много людей, которые просто не знают вот этих правил, по которым существуют системы и по которым мир, так сказать, воздействует, да, на нас. Когда мы что-то исключаем, не принимаем,
то это начинает на нас воздействовать. Вот. Многие это не знают. Вот делюсь с вами знанием. Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Вот. А если вам нужны конкретные практики, техники, проработки, а, то подписывайтесь и ждите. Я обещала еще полгода назад создать свой тренинг, но я его заморозила и ушла изучать психологию глубоко, переквалифицироваться, потому что мой синдром самозванца не позволил мне давать людям то, да, что, ну, как бы не признано, что ли, да, не позволил давать, хотя на самом деле то, что я собиралась давать еще полгода назад, это все рабочие техники, они также будут в моем тренинге, и тренинг будет, он просто будет называться немножко, ну, не совсем тренингом, то есть это все будет, на это просто нужно больше времени, потому что мне пришлось изучить, как работает наша психика и как работает наше сознание и подсознание, и что на нас влияет, что можно с этим сделать. То есть этому всему мне пришлось научиться для того, чтобы это все-таки была ценность. Ну, для меня это бесценно на самом деле. Вот. И было у меня сопротивление, потому что, если честно, я не очень люблю людей. У меня есть такая особенность. И не очень люблю людей. И мое эго, мой эгоизм, из-за того, что я всегда сама все исследую, я считаю, что каждый человек должен нести сам ответственность за себя, соответственно, сам находить для себя всякого рода ценности, всякого рода знания, ответы на свои вопросы. Вот. Если все-таки кому-то я смогу помочь, и кто-то сможет найти ответы на свои вопросы и проработать свои программы подсознания, восстановить связь со своим родом. Это делается с помощью практик определенных. Не просто так. Ну, просто так вы можете, конечно, как я уже сказала, собрать хотя бы свое генеалогическое древо и поддерживать контакты с родственниками. Это уже даст вам очень много. Вот. На это просто займет больше времени. А у кого нет времени, кто ценит такой ресурс, как время, для тех существуют так называемые практики, с помощью которых эта связь восстанавливается, ну, очень быстро. Вот. Когда это все будет, не могу вам пока сказать. Все в процессе. Как только, так сразу, поэтому подписывайтесь, ждите, будет анонс. Будет анонс, и если кто-то найдет ответы на свои вопросы, найдет свою ценность в этом, я буду очень рада. Но вообще желаю всем, чтобы вы сами с помощью своего эго находили ответы на все свои вопросы. Когда вы сами находите ответы на свои вопросы, тогда вам не нужно никого благодарить.
Вот. Мы сейчас живем в то время, когда очень ценится личный опыт. Да, благодарность имеет место быть, и мы должны быть благодарны просто вообще всему миру и каждому человеку, который попадается в нашей жизни. Мгм. Но я за то, чтобы не зависеть от людей, да, не зависеть, не садиться на шею кому-то. То есть я за самостоятельность, поэтому рекомендую всем самостоятельно искать свои ответы. Вот. Если все-таки я вас еще не отпугнула, то вы подпишитесь и будете ждать а, моего анонса и встреч со мной, чему я буду очень рада. А те, кто давно за мной наблюдают, получат приятные бонусы. Так что не упустите свой шанс. И до скорых встреч. Приятного вам времени суток. На этом все. Пока-пока.